Всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами рецептом простого печенья песочного с добавлением шоколадных капель. Печенье готовится очень просто, а вкус не оставит никого равнодушным. Итак, для нашего печенья нам понадобится холодное сливочное масло, мука, миндальная мука, яйцо, также холодное, прям с холодильника, сахарный песок, дробленый арахис, разрыхлитель, ванильный сахар и кунжут. Кунжут это уже по желанию. Также я, друзья, забыл здесь указать термостабильные капли. Первым делом размешиваем сливочное масло и сахарный песок. Туда же добавляем ванильный сахар. И слишком долго, друзья, не размешивайте, чтобы от тепла рук масло не растаяло. Как только все объединится, добавляем яйцо и снова все хорошо перемешиваем. Ну и теперь нам осталось последнее просеять всю сухую часть. У меня уже мука, миндальная мука и разрыхлитель перемешаны. Добавляем сразу всю сухую часть и размешиваем. И помним, что недолго размешиваем, лишь чтобы все объединилось. Тесто получается вот такое вот мягкое, не забиваем мукой. Все объединилось, больше не вымешиваем. Теперь это все мы накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут. Ну, 30 минут прошло, тесто наше отдохнуло, чуть-чуть подморозилось, чтобы было удобнее раскатывать. И вот про то, что я говорил, что я забыл изначально добавить термостабильные капли. Это надо делать вначале. Ну, если вы так же, как и я, забыли, то это можно добавить в этот момент. Хорошо пропыляем стол мукой, так как у нас тесто очень нежное и, довольно, так сказать, может липнуть, поэтому хорошо припыляем муку, чтобы оно не приклеилось, так сказать. Было удобно с ним работать, с тестом. Раскатываем тесто не слишком тонко, где-то толщиной сантиметр. И я буду вырезать вот такими колечками. Это у меня идет диаметр 7 и 3. Также можно другими формами, тут уже как ваша фантазия. Можно и не колечки, а на одинаковые, как так сказать, колобки тоже. То есть тут уже как ваша фантазия будет. Так как тесто у нас очень нежное, тут очень аккуратно нужно будет, чтобы они так расшлось. Вот, колечки мои готовы. Далее я это все смазываю просто желток и чуть-чуть белка. Это для того, чтобы в дальнейшем наш арахис приклеился, если можно так сказать. Смазываем просто чуть-чуть, лишь бы было на что клеить. И теперь тут уже хорошо прям присыпаем дробленым арахисом. Арахис у меня не жареный, просто обычный арахис, не соленый. Если вы хотите чуть-чуть, так сказать, пикантности, можно жареный арахис соленый, так будет уже более тоже вкус интересный. Ну и в конце тут у меня кунжут, тут уже, как я и сказал, по желанию. После того, как все посыпали хорошенько рукой, трамбуем и отправляем на выпекание. Это 180 градусов, 20-25 минут. Сильно много не сушить. У меня выпекалось 25 минут. И пока оно горячее, оно очень нежно, поэтому прям аккуратно перекладываю на решетку, чтобы остыло.
И все, теперь оставляю до полного остывания. Ну все, друзья, вот не очень сложные приготовления. Песочные колечки получились. Они очень нежные. Вот такие получаются. Вот чтобы не слишком много зажаривать, вот обратная сторона. И вот сам внутри они очень мягкие, очень вкусные. Поэтому, друзья, попробуйте этот рецепт. Думаю, он вам понравится. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Я вам желаю хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.